Ты можешь знать грамматику идеально, но если ты скажешь «estoy flipando» не к месту, испанцы тут же поймут, что ты совсем не понимаешь испанский язык. Сегодня я покажу тебе, как говорит испанская молодежь. Какие слова сейчас реально в моде и какие лучше не использовать, чтобы не показаться cringe. Да, у испанцев тоже есть такое слово. Оля, я Наталья, живу в Испании уже много лет, и на этом канале «Испания. Испанский язык» я учу вас живому испанскому. Как он звучит в реальной жизни, на улицах, в компаниях друзей. Без учебников, но с уважением к языку и культуре. Если ты хочешь понимать испанцев не только в офисе, но и в том же ТикТоке, подпишись. Тут каждую неделю видео, которые помогут тебе говорить по-испански по-настоящему. И оставайся со мной до самого конца, потому что все самое интересное будет именно там. Когда я только переехала в Испанию, я учила фразы из учебников. Потом слышала от испанцев слова вроде guay, tía, que fuerte и вообще не понимала, о чем они говорят. Кстати, эти слова мы уже разбирали в моем другом подобном видео. Кто его не смотрел, переходите по ссылке, ее я оставлю под видео. Также в другом моем видео мы разбирали, что испанцы говорят одно, а на самом деле думают совсем другое. Помнишь видео про «Ya veremos», «No pasa nada», «Tranquila»? Если ты его тоже не смотрел, то обязательно посмотри потом. Сегодня же я собрала самые популярные молодежные слова, которые ты слышишь буквально каждый день. На улицах, в сериалах, в Инстаграм. И покажу, как их правильно использовать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Флипар. Слово в переводе, которое означает с ума сойти, офигеть, быть в шоке. Испанцы очень редко говорят «qué sorpresa». Они действительно говорят «estoy flipando». Это не грубо, а эмоционально. He visto el precio del alquiler. Estoy flipando. Посмотрел цены на аренду. Я в шоке. Me flipa esta serie. Мне нереально нравится этот сериал. Лайфхак. Несмотря на то, что флипа мы звучим очень молодежно, стоит быть аккуратным с этим выражением. Если использовать это слово очень часто, то вас могут принять за чони. Кто не знает, что это означает, ставьте плюсик, и я сделаю разбор. Molar либо mola. Нравится, кайфово, классно. Хочешь говорить естественно? Замени me gusta на me mola. Me mola tu idea. Мне нравится твоя идея. No me mola ese plan. Мне не заходит этот план. Molar используют подростки и взрослые в Испании. Здесь разница в настроении. Me gusta. Мы говорим спокойно, me mola – это всегда с эмоцией. Mogollón – очень, куча, море, много и так далее. Хочешь усилить фразу по-испански, говори именно так. Hay mogollón de gente. Народу море. Me gusta mogollón. Мне очень нравится. Это сленг, но это совсем не грубость. Аналог в Мадриде – mazo. В Валенсии же тебе чаще скажут un montón. И да, испанцы его используют повсюду. Даже в офисе, говоря о завалах на работе. Buen rollo. Классная атмосфера, либо приятная энергия. Испанцы любят говорить про настроение, всячески проявлять его. Так и в повседневных ситуациях мы очень часто говорим эту фразу, чтобы подчеркнуть классный вайб. Este bar tiene buen rollo. У бара классная атмосфера. Entre ellos hay buen rollo. Они ладят между собой. Ну а если же атмосфера плохая, мы говорим mal rollo. Важно помнить, что это слово про ощущения. Это совсем не о фактах, а про вайб. Postureo – показуха, позерство, жизнь на показ. Слово появилось из инстаграм-культуры. Вы знаете, здесь речь идет о категории людей, которые на самом деле мало что из себя представляют. Но самомнение огромное и всячески пытаются показать всем, как у них все классно.
какие они успешные, а на деле это очень далеко до того, чтобы это было правдой. Поэтому это слово появилось в испанской культуре, чтобы как раз охарактеризовать такое поведение у людей. Mucho postureo en esa fiesta. На этой вечеринке одна показуха. No me gusta tanto postureo. Я не люблю все это напускное. Это скорее не обидное слово, а просто несет иронию в своем смысле. Его часто употребляют, когда хотят подшутить над человеком. En plan, типа, в смысле, короче говоря. Если ты слышишь слово en plan каждые 5 секунд, то знай, рядом где-то подростки. Fue en plan súper rápido. Это было типа очень быстро. Yo en plan no sabía qué hacer. Я типа не знал, что делать. Работает как связка, делает речь мягче. Но не злоупотребляйте, потому что это звучит совсем по-тиктоковски. Rayarse – накручивать себя, либо зацикливаться. Эмоциональное, но достаточно доброе слово. No te rayes. Не загоняйся. Me estoy rayando con esto. Я себя этим накручиваю. Это больше теплое выражение, его часто говорят, чтобы успокоить кого-то. И его можно использовать даже в серьезных разговорах. No te rayes, todo saldrá bien. Не переживай, все получится. Крак. Молодец. Профи. Звезда. Это чистый комплимент. Eres un crack. Ты молодец. Ты профи. Mi hijo es un crack jugando al fútbol. Мой сын суперовски играет в футбол. Абсолютно безопасное слово, можешь сказать его коллеге, другу, ребенку и так далее. Приятно и уважительно звучит как признание. Peña. Команда, тусовка, компания. Voy con mi peña. Я со своей компанией. Toda la peña viene esta noche. Вся тусовка придет сегодня вечером. Это не грубо, просто своя группа людей. В молодежной среде звучит очень по-своему, но уже стало общим выражением тоже. Currar – работать. Очень сленговое, больше как пахать. Это слово ты услышишь каждый день. Estoy currando. Я работаю. Mañana curro temprano. Завтра рано на работу. Официальный вариант trabajar, а currar звучит больше по-живому, что ли. Даже на стройке, даже в офисе молодежь говорит именно curro, нежели trabajo. Если ты хочешь не просто знать эти слова, а понимать, где уместно, а где звучит странно, на моих занятиях мы именно это и отрабатываем. Живые диалоги, реальные ситуации и сленг, который тебе пригодится в Испании. Записаться можно через мой Telegram или Instagram. Ссылки под видео. А если ты хочешь больше таких фраз, в моем Telegram-канале есть PDF-гайд 5 фраз, которые спасут тебя в любой ситуации, чтобы говорить уверенно, даже когда ты не знаешь, что сказать. Просто заходи и сохраняй, пока файл еще доступен. Итак, теперь ты знаешь 10 сленговых слов, которые испанцы используют буквально каждый день. Без грубости, но с эмоцией. Flipar, mola, buen rollo, no te rayes. Это не просто слова, это действительно настроение этой страны. И если ты хочешь понимать испанцев по-настоящему, подписывайся, ставь лайк и напиши в комментариях, какое слово тебе понравилось больше всего. Hasta pronto y que tengas un día muy guay.